Итак, криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Ну что, мурыжат они полным ходом. Вчера у нас было заседание в Соединенных Штатах по поводу там криптовалюты, у них был свой криптосаммит, но он проходил, в принципе, за закрытыми дверьми. Изначально там было такое как бы превью, занесли такую фигуру, огромный биток, золотой, он там что-то крутится туда-сюда, фигурка крутится. Похоже на талисман какой-то. Они там сделали приветствие. Трамп у нас там а-ля урне. Я такой красавчик. Туда-сюда. Приветствую. Вот я такой красавчик. Всех он поприветствовал. Всем он сказал thank you. Thank you. Они всегда говорят thank you. Нужно всегда говорить thank you. Или даже good. Окей. Вот так вот. И на этом, в принципе, все. Крипторынок ничем не отреагировал, просто-напросто мы стоим в флете. Притом, они все это дело сделали в пятницу вечером, и все у них придумано очень хорошо. Люди, конечно же, опять же в панике, думают, что ж такое, рынок не растет, льется в пятницу. Заседание, в субботу опять все красное, воскресенье красное, ну, будут все это дело сливать. Продавать, по всей видимости, в минус. Ну, в принципе, что? По факту не было у нас нормальной бычки. Как ни крути, биток стоял в диапазоне 100 тысяч долларов целый месяц, но нормальной бычки мы не увидели. Не было того самого to the moon по альткоинам. И здесь уже просто, смотрите, наклевывается уже коррекция есть. Может, они отрисуют это дело, как это было в 2021 году, а может, здесь будет глубокая коррекция, как это было в 2017 году. Вот здесь вот тоже глубокая коррекция, и потом вот так вот был рост. Тут у нас вообще похож 2022-2025 год, как в 2017 году все происходило. 15, 16, 17. Только здесь угол наклона не такой. Здесь угол наклона поболее будет. И, кстати, вот здесь вот, когда произошел халвинг, тоже флаг был бычий. Если мы посмотрим, приблизим это все дело, то здесь похожий бычий такой вот флаг был, да? Как и летом 2024 года. И потом резкий рывок вверх. Ну, тут тоже у нас была коррекция глубокая, потом опять рывок вверх. Угол наклона был чуть-чуть такой острый. Сейчас здесь уже пологий рынок. Он уже стал более ликвидный, но капитализация 3 триллиона долларов уже толкать очень тяжело. Притом большое количество альткоинов вышло на рынок, всякого шлака, хлама, что его просто, не нужен этот весь хлам по факту. То, что они там рассказывают, ой, блокчейны, там, скорости, по факту этим шлаком никто не пользуется. Берут люди альткоины только с целью спекуляции. Все. Все. Максимально, что вы пользуетесь, это самые такие вот бедные криптоны, это блокчейном BNB. Вот BNB-шкой вы пользуетесь там. Используете, может, ее на фьючах, как комиссии, или Binance Smart Chain при переводе средств, потому как там минимальная комиссия. Все. Может, еще тон используете. Также самые такие заядливые криптоны, они используют эфириум для хранения, допустим, на холодных кошельках в сети эфира, там, стейблкоинов, там, или эфир в сети эфира хранить, потому как это вроде бы как непоколебимая такая вот сеть. Все. Все остальное это просто, шлак. Вот эти вот аевы, там монетки, все это уйдет в небытие, как и в 2017 году. Если посмотреть, открыть графики тех монет, которые перформили и стояли в топ-20, топ-50, допустим, CoinMarketCap в 2017 году, они уже просто скатились где-то туда в топ-1000. Они уже никому не нужны. Это просто спекулятивные инструменты. И в принципе мы спекуляции особо не видели. Мы только видели то, что у нас были листинги этих монет с накрученной капитализацией, порождалась ликвидность, интерес к этим инструментам, медийные блогеры снимали за них видео, и люди с охотностью покупали, потому как думали, что дальше будет только to the moon. Итак, сегодня у нас прекраснейший день, за окном солнышко,
На улице хоть и минус 2 градуса мороза, но днем, я думаю, что порадует погода, будет плюс 30, наверное. Ну, блин, как в пустыне Сахаре. Ну что, не знаю, я даже сам не знаю. Здесь у нас на рынке на данный момент присутствует сильнейший страх. Давайте мы посмотрим этот страх, где он там находится. Да, страх есть. Был у нас сильнейший страх буквально 2 дня тому назад. 3 раза дали страх. Присутствует страх, потому как, понимаете, страх погрузиться на медвежку. По факту рынок не растет. Выросли только чуть-чуть по альткоинам в февраль-март 2024 года и ноябрь-декабрь. Все, были такие небольшие 2 волны роста, но это совсем было не то. Выборочно какие-то монеты выросли, такие как там пускай Суи, Аптос, Solana, Pepe там выросло, несколько еще мемкоинов, там XRP выросло, например. А все остальное просто не выросло. И люди зачастую, они ж набирают там, ну нету таких людей, чтобы взяли, допустим, в портфеле одну Пепу и одну Суи. Все. Таких людей нет. Они набирают там портфель 20 активов. И с этих 20 активов 2 актива или 3 выросло, а все остальные укатались. И по факту портфель просадки. Вот. У меня тоже есть просадка, на данный момент 27%. Я смотрел, некоторые блогеры снимают, говорят, что у них там и 50% просадка. Но у меня еще так по-божески. Посмотрим. Я, в принципе, ожидаю, уже неоднократно говорил, что ожидаю хотя бы увидеть май месяц и тогда принимать какие-то решения. Может, пофиксирую то, что будет в прибыли у портфеля, выведу какую-то часть капитала с рынка. А может, останусь дальше, не знаю. Нужно подождать хотя бы май. Потому как мы с вами неоднократно разбирали доминацию биткоина, и она нам подсказывает то, что снижение доминации будет где-то с конца марта, апрель, вот так вот. И хочу подождать этот период времени. Ну, тут осталось буквально недолго. Недолго буквально осталось. Тогда буду принимать решение. Может, буду выходить с рынка с убытком и все. И забуду просто это как страшный сон. А может и нет, посмотрим. Что у нас по новостям? Так, лунная миссия доставила на планету данные о криптовалютах и блокчейне. Лунная миссия. Зачем на Луну доставлять, я не знаю. Клиентов криптобиржи Garantex пригласили обращаться за возвратом средств к властям США. Ну, короче говоря, здесь у нас что? По поводу новостей особо ничего такого интересного нету. Особо здесь нету ничего у нас по новостям из-за вот этого вот саммита, думал посмотреть. Вот. С начала 2025 года объем торговли NFT рухнул на 63%. Вот так вот, в принципе. Рынок оживает, и эта новая мем-монета готовится сиять. Fartcoin 2.0. Ну, такое. Ничего здесь такого интересного у нас нету. В принципе, по поводу капитализации. 2 триллиона 840. Просто шикарно. Просто шикарно. Изымают с рынка бабки и все. Брокколи 52%. Давайте посмотрим, что там брокколи. У меня остались бесплатные монеты по поводу брокколи. Снимал я видео когда-то. Это было месяц назад. BNB 597. В принципе, там, где я и продавал. Solana 139. Офигеть. Но еще есть одна надежда на капитализацию USDC. Брокколи. Давайте-ка мы посмотрим. На часе есть небольшое движение. Можно было здесь вот усреднить немножко, но такое. Брокколи, брокколи. Была манипуляция неплохая. Коррекция была на 94%. Это если вот фитиля взять. А если взять с вот этого вот момента проторговки, то здесь у нас получается коррекция 89%. Ну, в принципе, здесь коррекция состоялась довольно-таки нормально. Конечно же, здесь есть фьючи. Можно было шортить это все. Многие говорят, бери шорти рынок с вторым плечом, и ты будешь в прибыли. Может быть, это и правда. Нужно шортить рынок. Также, по поводу USDC. У нас здесь капитализация USDC начинает потихоньку расти. Так,
Это мы не то открыли. Нам нужно открыть капитализацию. И мы видим то, что опять же напечатали какую-то часть USDC. И здесь у нас была сильнейшая печать. Буквально с 7 числа. Смотрим. Вчера это произошло. Капитализация составляла 57,69. Уже здесь 58,12. Ну, $500 миллиарда напечатали. И фишка в том, что USDT капитализация пошла на свой перехай, а вот USDC нет. Мы видим, что только вот мы подошли к значениям 2022 года. Вот. Но по истории, например, если взять, это у нас только есть один цикл 2020-2021 года по USDC, мы видели, вот допустим, начало бычки, апрель 2021 год, и завершение бычки сильнейший рост капитализации. Многие выходили в USDC. Это у нас стейблкоин, он подтвержден долларом действительно, он более такой стабильный, более безопасный относительно USDT. USDT иногда качают. Но здесь, в принципе, можно еще ожидать то, что мы действительно улетим выше намного. Вот если мы это дело все так вот раз. Если мы, конечно, здесь вот уйдем вот так вот выше, пойдем на перехай, как мы вот здесь вот и шли, то, по всей видимости, здесь уже нужно будет покидать рынок. Может, это будет примерно лето 2025 года, может осень. Но USDC мы видим, что пампила по капитализации вплоть до середины 2022 года. И это уже была глубокая медвежка. Просто глубочайшая медвежка по крипторынку. В принципе, вот так вот. Рынок у нас в страхе, но это пока что радует, то, что у нас страх есть. Дальше, что у нас по комментариям? Мы увидим только To The Moon. Да, увидим мы To The Moon, но только мы его что-то не видим. Спасибо за обзор, ты прав, страх очень много на рынке, но это и хорошо. Кто нас потеет, что переживать? Ну, в принципе, переживать тут нечего, то, что на споте сидишь. Просто фишка в том, что, понимаешь, если мы погрузимся на медвежку, это опять 4 года болтанки. Он же бизнесмен, да. Байден, вернись. Все правильно, Байден, вернись. Так, где тут, может, какие-то активы нужно посмотреть, монетки, кто-то ничего не спрашивает, потому как у нас, в принципе, что? Рынок не растет. Как только апрель-май продавай, походу, не выйдет. Ну, мы посмотрим. Там у нас DXY начал падать. 14 апреля все еще открыты. Для тебя, мы тебя ждем. 14 палата. Так, идем на дно по альтам. To The Moon по биткоину. Эфир по 8, по 10 и биток 180-200. Байден, ты где, ау? Держу АИ монеты, посмотрим, что считаешь у них еще так. Монетка АВА. Человек держит АВУ. Вот давайте посмотрим монетку АВУ. Давайте мы посмотрим монетку АВУ. Аптос $6. Вообще просто ни о чем. Он уже должен был стоить где-то хотя бы $40. Также. Ну что у нас тут по комментариям особо? Набираю монеты без разлоков и без сильной инфляции. Вот интересный комментарий. В идеале, чтобы их можно было использовать для получения пассивного дохода. Эфириум, монетка БГБ, МНТ, MX. Много и биточек подбирать. Можно и биточек подбирать. Еще набираю ноткоин, чисто по фану. Ну, ноткоин, да, он, в принципе, уже там конкретно показал коррекцию. Ноткоин уже можно подобрать, но не особо котлетить туда. Я, конечно, извиняюсь, у меня проблемы уже с глазами. Могу неадекватно читать. Так, по DXY. По DXY, в принципе, нужно пить таблетки. Глаза. По DXY у нас было вчера снижение, красное облачко, но это все на 30 минутке. Здесь у нас распил. Похожий распил, как это было и 6-7 марта вот здесь вот, и дальше было тоже снижение. Может быть такое, что у нас здесь DXY продолжит снижаться. На 45 минутке такая самая история, на 4-часовике мы, в принципе, вот так вот выглядим. Вот.
На 4-часовике здесь тоже было снижение, потом отрисовали медвежий флаг, он опять отработал, снижение, здесь остановились, есть блок поддержки сильнейший, вот откуда начиналась манипуляция еще в октябре месяце, и, наверное, мы все-таки здесь задержимся. Притом у нас RSI разгружен сильно, здесь данная метрика тоже разгружена, и нужно здесь консолидацию боковую сделать. Ну, есть некая у нас здесь такая вот трендовая линия. Это у нас на 4-часовике. Я думаю, что ее здесь вот пробьют, отрисуют боковик и будут боковить. Может, следующая неделя будет в боковике, потому как эта неделя была просто шикарная по падению. Мы увидели сильнейшее падение по DXY, смотрите. Просто сильнейшее падение. Еще при том у нас сегодня день. Вот, раз. Мы упали на 3,92%. Неплохо. Здесь просто хорошее падение. Раз, два, три, 4, 5 дней падения. 5 дней падения. Просто шикарно. Дай бог, чтобы мы начали еще чуть-чуть падать. Ну, хотя бы, чтобы мы свалились вот этот блок сентября 2024 года. Это было вообще шикарно. Попилили бы его еще чуть ниже, и это было бы хорошо для крипторынка. Доминация битка у нас, ну, на том самом месте. Мы видим, что у нас идет распил, и все. Больше ничего интересного здесь не происходит. Вышли мы с нисходящего канала. Сейчас скользим по верхней части канала. Вот. Есть блок поддержки. Вот он. Мы его неоднократно долбили, но не пробили. Думаю, что может вот здесь уже будет какое-то пробитие. Дай бог. Без падения доминации мы просто ничего дальше не увидим интересного на крипторынке. Что у нас по альткоинам? Опять же слабость видно. На часе. Давайте вот включим дневку. Ну, дневка у нас так. Тоже распил. Лой мы не обновляем по доминации альткоинов, несмотря на то, что некоторые альткоины сильно, конечно, и укатались. С февраля месяца просто распил. Я думаю, что здесь идет смена рук на данный момент. Смена рук. Смена ног. Но доминация альткоинов не падает. Завершила свое падение, это уже радует. Может, мы все-таки увидим тот самое движение по альте. Дождемся его. Я бы его хотел бы увидеть вообще до начала лета. Здесь у нас, в принципе, бычья дивергенция виднеется. RSI мы видим. Ё-моё. RSI мы видим. Вот так вот у нас. Можно это все сделать вот так вот. Мы видим то, что у нас здесь вот такая вот структура, падение. И здесь уже есть небольшой разворот. Вот у нас небольшое красное облачко на дневке. Это было 6 февраля. Ну, дай бог, увидим какое-то движение. Ну, вот как в декабре, например. Здесь небольшое движение, и альт-сезон состоялся, ну, нормальный. Там 2-3 икса по каким-то активам. Некоторые давали 5 иксов. Тоже неплохо было. Ну, я думаю, что здесь могут пойти к трендовой линии вот сюда вот. Даже маленький отскок и то будет. Ну, будем ожидать, смотреть. Также давайте мы посмотрим еще одну метрику интересную. Мы ее с вами рассматривали. Монетка АУ. Так. Монетку АУ нам нужно убрать. Вставить. Давайте мы посмотрим, что здесь у нас показывает. На дневке. Ну, в принципе, что? Свалились мы знатно. Но пока что слома никакого здесь нету. Слом будет, если мы опустимся за 1.48 пункта. И это будет, конечно же, плачевно для альткоинов. Это будет просто плачевно для альткоинов. Вот если мы свалимся сюда, это будет самый негативный сценарий для альты. И закрепимся здесь. Тогда будет у нас скам, по всей видимости. В принципе, вот так. Ну, может, конечно же, они еще хотят дампануть альткоины. Ну, куда уже тут дампить? Ну, посмотрите, ну куда здесь дампить уже? Просто куда дампить? Куда уже тут дампить? Это просто какой-то нонсенс. Это просто нонсенс.
Итак, ну, в принципе, что, по всем временным интервалам и канонам мы уже просто поджимаемся. У нас вот произошел халвинг. У нас уже, в принципе, уже все-таки, ну, уже дампиться некуда. Если мы посмотрим прошлый цикл, у нас здесь было до движения альты 308 дней. 310 дней, пускай там, грубо говоря, да, 310 дней. Что у нас было здесь? Давайте мы посмотрим. 300, тоже можно сказать, 310 дней и уже пошел рост. Вот у нас получается 301 день, 315. 310 дней рост. Сколько мы уже прожили после халвинга битка? 310 дней. Так, давайте посмотрим. Откроем дневку, допустим. 310 дней. И у нас начиналось движение. То же самое to the moon. Тот самый to the moon. 310 дней. Вот у нас был халвинг. Кто не знает, 19 апреля 2024 года мы снимали видео, пережили это все дело. Ну и смотрим. У нас уже, смотрите, 300. Вот у нас уже получается 8 марта. 323 дня. Мы уже с вами прожили 323 дня, друзья. Уже просто, уже поджимает так, что капец. Кстати, хочу поздравить половинок наших дам с 8 марта. Это у нас День женщин всемирный. Так что мой канал тоже смотрят женщины. Я думаю, что все у нас получится. Мы выждем, как-то переживем этот тяжелый период времени на криптовалюте, и все у нас будет. Конечно же, если мужчины смотрят данное видео, обязательно купите какие-то тюльпаны своим женщинам, порадуйте их, потому как данный праздник бывает только раз в году, как день рождения. Ну что, у нас здесь получается 300, вот так вот мы уже прожили, уже 300, смотрите, 23 дня. 308 дней это было как раз у нас 22-23 февраля. Блин, ну это просто как будто бы недавно это все было, даже 22 февраля. Я еще снимал видео, смотрел эту метрику где-то 10 февраля. И говорил, что нужно подождать 2 недели до 22 февраля. Но здесь они конкретно затягивают, конкретно. Но просто даже логически подумать, если рынок будет уходить на медвежку, то вся вот эта вот структура, она вся сломается. Но я думаю, что где-то к 17 марта мы здесь должны увидеть какое-то движение. Смотрите, друзья, вот многие говорят, типа, мы погружаемся на медвежку, да. Сейчас вот, ну все вот так вот, мы погружаемся на медвежку, мы погружаемся на медвежку. Понятно, что рынок у нас перегрет, там может что-то биток, там туда-сюда, мы будем погружаться на медвежку. Альткоины тоже будут погружаться на медвежку. Но вот посмотрите, данный график у нас, вот, данный график существует еще с 2015 года. Кто-то, манипулятор, человек, конечно же, построил данный график, закинул его в TradingView, ним пользуется. Здесь поставлен уже рынок. Один раз был, второй раз был поставлен. На данном графике уже есть, присутствует информация. И если мы сейчас будем просто идти сюда скам, ну это ж у нас график просто всех альткоинов. Всех альткоинов. Если мы будем думать то, что мы идем на медвежку, то здесь отрисуют, конечно же, скам. Вот как вы думаете, для чего был поставлен этот график? Где-то примерно 10 лет тому назад. Для того, чтобы отрисовать на нем в дальнейшем скам? Да я думаю, нет. Почему, допустим, график S&P 500, допустим, у нас существует еще с 1800 года? Для того, чтобы на нем отрисовать скам? Да нет. Все у нас циклично. Все у нас циклично. И все у нас работает. На рынке тоже у нас все в принципе работает. Так что, друзья, я думаю, что все у нас получится, нужно просто дождаться. Что-то, конечно же, поменялось в крипторынке, что-то у нас, конечно же, растянулось, но все равно всему свое время. Что-то происходит в мире такое, что нам, допустим, не дают ту же самую тузымунину по альткоинам. И, конечно же, мы видим по метрике, допустим, Stock2Flow, что у нас циклы потихоньку растягиваются.
они растягиваются, потихоньку растягиваются. То может быть такое, что у нас и альтсезон в этом цикле будет, только ну, чуть-чуть позже, там, через месяц может будет. Пик по данной метрике мы видим то, что у нас пик составляет буквально в августе 2025 года. Конечно, да, сейчас состояние рынка здесь тяжелое, ты думаешь, что хочешь типа там уже выйти в ноль там, или еще что-то. Вот я тоже так само говорю, что хочу выйти в ноль, но блин, мы не увидели того самого роста, хайпа, эйфории. Ну, даже в марте, в декабре не было. Просто был рост на ожиданиях. Все ожидали, что типа да, Трамп придет к власти, дальше будет только to the moon, то есть все. Ну, мы по факту видим бритву. Но я думаю, что какой-то период времени эта бритва закончится. Я, конечно же, не участвовал в рынке, как это, допустим, было в 17-м, там, 13-м году. Ну, тогда тоже были бритвы. Я был в 21-м году. Но сейчас, конечно же, рынок мне напоминает, как в 21-м году вот здесь мы были на хаях. То, что у нас там Илон Маск принимает за оплату Тесла биткоинами, как сейчас, допустим, у нас биткоин резерв США. Ну, рынок уже, считай, по факту перегрет. Но мы не видели альтсезона. Мы его не видели, и даже на индикаторе альтсезона мы его не видим. Мы его не видим. Есть локальные индикаторы, но глобальный мы вот не видим альтсезон. Вот кто только подписался на мой канал, я неоднократно вам показывал. Вот. 17-й год, 16-й альтсезон, 20-й, 21-й и завершение 21-го года. Там две вершины было. Сейчас мы не видели никакого альтсезона. Доминация битка у нас тоже на хаях, в принципе. Доминация битка на хаях. Если мы, допустим, посмотрим доминацию биткоина, то у нас здесь она находится просто-напросто на хаях. И здесь у нас вырисовывается огромнейший медвежий флаг. Смотрите, вот у нас огромный медвежий флаг на битке. Вернее, на доминации биткоина. Это медвежий флаг. И вот у нас флаг-шток. Мы можем взять, допустим, ну, примерно отсюда вот флаг-шток. Вот. Так что мы можем прикинуть, что у нас доминация битка должна шлепнуться. Если судить по медвежьему флагу, может я его некорректно отрисовал, то мы можем прийти в диапазон 40-38%. 40-38%. Может здесь у нас будет угол наклона не такой, может он будет вот такой вот. Ну, к марту 27 года навряд ли. Но я думаю, что в диапазон 40 это будет нормально. Даже если мы пробьем диапазон 50%, это уже будет шикарнейший альтсезон. Можно дальше не жадничать и покидать рынок. Но сейчас пока мне остается ждать. Остается ждать, и здесь уже на недельке что мы видим? То, что у нас уже просто наклевывается падение. Вот уже начинает ослабевать доминация битка. Мы видим то, что здесь был пик поставлен буквально в октябре 2024 года. Мы по RSI вышли выше. Даже вот этот вот шпиль, который мы ушли на перехай, это манипуляция в феврале, не отразилась на RSI. И здесь слабость, медвежья дивергенция. Также данная метрика зашла, смотрите, буквально с июня 2023 года. Зашла на самые верхние значения. И мы ползаем по самому верху. Уже просто наклевывается падать. Осталось, я думаю, что еще ждать недолго. Вот как, допустим, у нас было... Вот у нас, это у нас 15 год. Вот у нас было тоже это все дело в 19-22 году. Метрика тоже зашла, смотрите. Когда биток начинал расти, 18 год. Метрика зашла на самые верха. Ну, тут было, конечно, только на коронадампе манипуляция. Коронадамп у нас был вот здесь вот. И она и шла, в принципе, по самому верху. Вот, красная, зеленая скользяшки. И потом опустилась вниз. Начался альтсезон. Доминация битка ослабла. Мы пришли в красное вот облачко. И здесь аналогичная ситуация может быть. Здесь может быть аналогичная ситуация. Мы можем шлепнуться где-то вот ближе к середине лета. И здесь вот тоже у нас отрисуют все это дело вниз. Нужно только это дождаться. Конечно же, да, ситуация очень тяжелая на рынке. Негатив такой, ну, вообще ничего не хочется. Ну, а что сделаешь? Если ты сидишь на споте, сиди, не рыпайся, все, ожидай. На недельке мы видим то, что у нас эта неделька по доминации была сильнейшая. Зеленая. Надеемся, что следующее будет уже падение. Что у нас было вот здесь? Вот давайте мы посмотрим. Тоже была манипуляция.
Потом раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, здесь тоже был длительный период времени распил. Ну, тут тоже у нас распил идет. Неделька у нас зеленая. Альту, конечно, укатали. Прошлая неделька была красная. Порадовала. Так что я думаю, что не зря они рисовали все вот эти вот графики, чтобы потом рисовать скам. Ну, вряд ли. И здесь просто уже так пружина сжалась. Вот, даже по данной метрике альткоинов мы уже пришли к донным значениям. Ну, уже тут все просто. Сейчас, если будешь продавать там в минус что-то, выходить, это, я думаю, что это будет глупо. Нужно хотя бы подождать какой-то отскок. Потому как даже, вот если посмотреть на истории, у нас тоже были всякие отскоки. Вот сжали, потом был небольшой отскок. Сжали, опять небольшой отскок. Сжали, опять небольшой отскок. После этого отскока мы уже улетели вверх на альтсезон. И при том у нас в прошлом цикле у нас халвинг битка был 24 мая, в этом у нас получается на 1 месяц раньше. Вот. Но только альтсезон у нас что-то не раньше. Так что я думаю, скоро мы, в принципе, что здесь увидим тоже какой-то отскок. Я надеюсь, что он произойдет. Также, ну, доминацию альткоинов мы посмотрели. Аптос, в принципе, что $6. Давайте глянем монетку Ава. Давайте посмотрим Аву. Я за нее снимал видео в декабре месяце. Тогда меня еще немножко подписались люди. Она тогда неплохо отстрелила. Ну, нужно было ее фиксировать. Я фиксанул, правда, не жадничал. Фиксанул я ее с небольшой прибылью. Там получается где-то чуть более, чем 2 икса вроде бы было. Можно было додержать ее и к большим иксам. Здесь у нас есть инвесторы Binance Labs. Инвестиции у нас здесь не предоставляют они информацию, какие здесь у нас были иксы. И по графику она, конечно же, откорректировалась, как и все монетки откорректировались. Сначала буквально движение по монетке AVA, мы опять пришли в те же самые значения. Вот видим, что просто все укатали. Вот. Я, в принципе, фиксировал ее где-то выше, чем $2 вроде. Так вот. Но тут был фитиль, конечно, знатный у нас. Тут у нас был фитиль знатный по ней. Вот, она летела на 3,5 бакса. И, конечно же, гадалось, что у нас еще будет продолжение движения вплоть до $5. Но никто даже не ожидал такого трэша на крипторынке, который устроил Трамп. Ну, всех, конечно, знатно побрили. Ну, сейчас на данный момент монетка AVA у нас, конечно, откатила. И мы опять вернулись в блок накопления. Может быть такое, что она уже полностью отстрелила, но этого, конечно же, никто не знает. Но я думаю, что она уйдет в диапазон $5. Если у нас будет тот самый альтсезон на снижении доминации битка, а он может произойти, потому как нету ничего такого в мире, чтобы безоткатно росло или там безоткатно падало. Все равно есть смена тренда. И она придет. Просто нам тяжело ее дожидаться, этой смены тренда. И я думаю, что AVA в дальнейшем тоже у нас пульнет. Вот мы ее даже смотрели в декабре месяце последний раз. Вот по объемам мы видим то, что максимальные объемы, вот, красная линия на данный момент у нас находится в диапазоне 69 центов. Актив у нас торгуется на рынке с декабря 2020 года. Даже с ноября. И показал здесь знатный рост. Тут был небольшой отскок. В принципе. Ну, в принципе, вот так вот. Я думаю, что мы дождемся. Индикатор у нас сильно разгрузился. Страх — это хорошо. То, что у нас нету жадности на рынке. Вот как, допустим, у нас в январе рынок скорректировался, но была жадность. Ну, тогда породили, конечно же, жадность сильнейшую и ФОМО. Все залетали на ФОМО. То, что уже все, Трамп президент, залетаем на ФОМО. Ну и сейчас бритва полнейшая. Я считаю, что сейчас бритва. Конечно же, хочется уже покинуть рынок. Ну, посмотрим. Я посижу до мая, увидим, что у нас произойдет в мае. А там будет видно. Может, урежу часть капитала. То, что выросло, продам. То, что не выросло, буду держать дальше. А пока есть бритва. Вот у нас в пятницу было заседание. Сегодня уже, смотрите, минус 9.
Сейчас, в принципе, думать, гадать, у нас все криптоны находятся в просадке. Тут нету такого. Есть, конечно же, красавчики, там 1 из 20 человек, который вышел в ноль или в небольшой плюс. И то, если он там набирал какие-то позиции, там чисто Сую брал, или там чисто Солану взял, или чисто Пепу, там вот был человек, он чисто Пепу взял, вышел с рынка и покинул рынок. А все полностью криптоны в просадке. Как ни крути, все в просадке, и тут ты себе кусай локти или не кусай, ну просто все в таких минусах. Такой рынок. Такой рынок. Он заставляет людей залетать на фьючи. Потому как сейчас большинство показывает скрины хорошие, то что вот у нас фьючи, мы тут лудоманим. Но я вам сразу скажу, вы там потеряете средства. Не лезьте на фьючи, потому как тот спот, который вы накопили, который может вам дать какой-то результат в дальнейшем, вы просто-напросто просрете все это и все. И вы потеряете средства. Вот, в принципе, друзья, такие вот дела. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Не забывайте о своих половинках, потому как женщины это, ну как ни крути, без них нельзя. Хоть и они, конечно же, у нас прихотливые, как и крипторынок прихотливый, но без них не обойтись. Нужно прогибаться не под изменчивый мир, а прогибаться под своих жен. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Пишем какие-то активы, которые вам интересно посмотреть. Посмотрим. Да, хоть и рынок и не такой уж и живой. Попахивает скамом, попахивает погружением на медвежку. Но при высокой доминации и при низкой доминации альткоинов рынок никогда не погружался на медвежку. Я думаю, что все у нас произойдет, все у нас получится. Некоторые метрики показывают то, что это не пик бычьего рынка, а банальная бритва и все. Всем пока, до связи и мирного неба.